Пока мы все сами наслаждаемся праздничными деньками, нашими выходными, Konami тоже особо ничего не делают, а поэтому в последний четверг как такового оперативного обновления в игре не было. Но даже это не мешает стартовать новой кампании в игре, точно так же, как и добавить самим Konami пару-тройку новых паков, как эпических, так и других, о которых сегодня и предлагаю поговорить поподробнее. Ведь именно со вчерашнего дня мы с вами празднуем 8-летие мобильной версии eFootball. Несмотря на то, что казалось, что данной компании удачнее всего стартовать именно на следующей неделе, с 15 числа, но нет. При наличии факта отсутствия оперативного обновления, Konami тем не менее запускает новую кампанию, а поэтому новый контент все равно появился в игре. О нем мы сегодня и поговорим поподробнее. К слову, если вам необходимо пополнить ваш баланс монеточек в eFootball Mobile или в любой другой мобильной игре, то вам на PlayRock, ведь на их сайте собраны одни из самых выгоднейших предложений на рынке, а также вы всегда можете предложить свои товары и услуги. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. Помимо всего прочего, на PlayRock также проходят розыгрыши, а поэтому все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. Ну и конечно же поговорим о том, что заинтересует как можно большее количество игроков. Это новая кампания и новые халявные эпические карточки. По аналогии с рождественской кампанией, нам раздают немалое количество эпических игроков по такой же схеме. Есть два пака, один с эпиками и с ГПшными карточками, и один из 8 эпиков за один селективный контракт. Точно так же, как и в прошлый раз, вам необходимо выполнить определенное количество целей, чтобы забрать этот селективный контракт, после чего вы сможете забрать одного гарантированного эпика. Но в то же время, в теории, вы сможете выловить игроков из пака с 300 футболистами, но очевидно, что шансов там намного меньше, даже учитывая, что Konami дают, в принципе, немалое количество попыток, но мы все с вами знаем эти шансы в игре. Как бы то ни было, среди 8 эпических игроков записались следующие футболисты. Как мы и предполагали ранее, это Деннис Беркамп, времен выступления за Аякс, это дебютант в лице Объятия, которого мы ждали в донатном паке, но он дебютирует в качестве раздаваемой карточки. Тут и Отда, Оуэн, Батистута, Наката, Ван Бюйтен и Людовик Гюли. В принципе, с одной стороны, казалось бы, не самые хайповые футболисты, наподобие Отда, Накаты, Объятия, но в то же время есть и хорошие и футболисты, и их модельки. Тут вам и суперсап в лице Майкла Оуэна, и Гюли, и в целом крепкий Ван Бюйтен, ради которого, я полагаю, немалое количество игроков донатили в паке с этим футболистом. В принципе, у него одна из самых крепких моделек для центрбэка. Ну и в то же время интересно посмотреть на молодого Денниса Беркампа, хотя по представленным цифрам и из всех присутствующих карточек он самый слабый из игроков. Ну и конечно же Батистута. Цифры у него космические, но в то же время сама моделька немножко деревянненькая, поэтому слишком уж не обольщайтесь. Вроде бы сильная карточка, но не без своих изъянов, что называется. Таким образом, на протяжении 20 последующих дней, вплоть до конца месяца, мы будем проходить всякого рода цели, чтобы получать подарочные крутки на вот этот пак из 300 футболистов, и в конце концов заберем один селективный контракт, чтобы забрать одного гарантированного эпика. Ну а в комментариях под этим роликом предлагаю вам написать, кого хотели бы забрать именно вы. Также из новенького сегодня мы получили перевыпуск пака по Лиге Чемпионов. Здесь собраны одни из самых сильнейших игроков, которые появлялись в паках, и получается вот такой вот небольшой диссонанс, потому что вроде бы присутствуют и сильные карточки с хорошими цифрами, но с другой стороны они как будто вот какого-либо желания крутить этот пак не вызывают. Я все еще не понимаю, почему Konami игнорирует для подобных паков Ямаля, и в то же время они добавляют аж целых 2 карточки Альвареса, которые в паке окружают того же самого Алессандро Бастони. Но даже если по каким-то причинам вас так или иначе привлек данный пак, и вы хотите выловить кого-то конкретного из этого набора, то будьте осторожны, потому что здесь 33 футболиста, здесь собраны от мала до велика, и поэтому шансы на выпадение какого-то конкретного высокорейтингового игрока, очевидно, не такие высокие, как того хотелось бы. Ну и то немногое, что также появилось в игре, касаемо актуального, касаемо чего-то нового, это новый эпический пак с тройкой нападающих, а в частности с Гуллитом, Рибери и Раулем. Пак, который мы по сути и ожидали, предположения комьюнити оказались верны, нежели это было с Беркампом и с паком Ройса и Кагавы, и мы получили 2 эпика с отдельными навыками и Рауля без какого-либо навыка и в то же время с проставленной позицией АПЗ. АПЗ у Рауля.
Я еще думал, что это я как-то, плохо понимал, что он из себя представлял в реальной жизни, где он играл. Но, почитав комментарии и мнения людей, я, в принципе, убедился, что я не один такой, кто удивлен от проставленной позиции и стиля у Рауля. Но, как бы то ни было, лично для меня интерес представляют все трое футболистов, поэтому, конечно же, этот набор не пройдет мимо меня. И все-таки меня не покидает ощущение, что компания в честь 8-летия мобильной версии eFootball проходит как-то, не то чтобы блекло, как будто бы тихо, как будто бы недостаточно внимания вокруг нее, несмотря на вновь раздаваемых эпических игроков. Может быть, не самых популярных по фамилиям, но далеко не самых плохих по игре и по собственным моделькам. А поэтому я все еще убежден, что наиболее актуальным временем для запуска этой кампании, наверное, было бы именно 15 число, когда мы получим обновление фазы, некоторых номинальных паков и, возможно, чего-то другого. И вот тогда бы подобная кампания вместе с остальным контентом смотрелась как-то более целостно. А так получается, что чего-то глобального, как будто бы из-за отсутствия самого оперативного обновления не произошло, но в то же время стартовала далеко не самая плохая, а даже наоборот, очень даже хорошая кампания. И вот какое-то вот такое вот, знаете, двоякое ощущение. Ну а какие впечатления у вас обо всем этом, и не только, буду ждать ваше мнение в комментариях под этим роликом. Также не забывайте поддерживать его прочей активностью в виде лайков и подписки на канал, если вы находитесь здесь впервые. Ну а у меня же на этом все. Всем удачи с уловом, бесплатных эпических карточек и, конечно же, приятной игры, несмотря на все проблемы с геймплеем и его непостоянство. Всем пока!